Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться тех, кто еще не подписан, и поставить лайк этому видео, кому оно понравится. Тогда его увидят как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня на календаре 29 января, киевское время, 20 часов. Сутки прошли напряженно, и на сегодняшний день у нас город Херсон. 7 обстрелов за сутки, начиная с 0 часов. Есть убитые и раненые, причем обстрелы российской артиллерии велись исключительно по жилым кварталам. Как всегда, российские фашисты не считаются ни с чем и ни с кем. Ну, начнем по оперативной обстановке по порядку. Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 32 авиационных удара и совершили более 65 огневых ударов реактивными системами залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине. Противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону. Подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Деброво, Белогоровка Луганской области, Ямполевка, Верхнекаменская, Раздольная, Бахмут, Ивановская, Новомихайловка, Водяновка, Марьянка, Победа и Угледар в Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Черниговской и Сумской области. На Слобожанском направлении подверглись обстрелам населенные пункты Харьковской области, практически вдоль всей линии государственной границы Украины. На Купянском, Лиманском направлениях позиционные бои продолжаются. Кое-где на отдельных участках противник пытается оттеснить наши силы. Есть на окраинах перестрелки или позиционные бои на окраинах Деброва. В остальном ситуация стабильная, без особых изменений. На Бахмутском направлении, к сожалению, Благодатное перешло под контроль российских оккупационных войск. Красная Гора держится, там ситуация, линия фронта за последние сутки не изменилась, то есть вооруженным силам Украины удалось ее стабилизировать. Враг продолжает давить на Раздоловку, Сака и Ванцеты. Но попытки противника давить на эти населенные пункты успеха не имеют. Бои идут в восточной части Бахмута, но существенных изменений тоже нет. Наши защитники стоят на месте и отбивают все атаки российских оккупантов. По нашим данным, ситуация вокруг Клещиевки тяжелая, но более-менее стабильная. То есть тоже изменений за прошедшие сутки не произошло. Оккупанты давят с определенными успехами, но прорыв к трассе не зафиксирован. То есть вот эти 4 километра, которые остались, ну это согласно карты Deep State, до трассы, основной трассы снабжения Бахмута, наши войска остановили продвижение российских войск, и на этом ситуация за прошедшие сутки не изменилась. Трасса остается под нашим контролем, гарнизон Бахмута снабжается как и обычно. На Авдеевском направлении без изменений.
Здесь российские оккупанты производят ротацию сил и подтягивают свежие подразделения для возобновления штурмов. Ожидаем, что с понедельника могут возобновить штурмы опять на Авдеевском направлении, на отдельных участках. Также в районе Угледара изменений за прошедшие сутки не зафиксировано. Ситуация стабильная, противник на исходных рубежи обороны не изменились. Противник за прошедшие сутки успеха не имел, но и не предпринимал попыток атаковать наши позиции. На запорожском направлении здесь идут позиционные бои, никто никуда не наступал. Ситуация на линии фронта стабильная, контролируемая. Идет обмен огневыми ударами, в основном артиллерии. И было обстреляно 19 населенных пунктов на запорожском направлении российской артиллерии. На Херсонском направлении под обстрелы реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали ряд населенных пунктов вдоль всего правого берега реки Днепр. Ну и, как я уже сказал, за сутки 7-й обстрел российская артиллерия провела в городе Херсоне, по жилым кварталам этого города. К сожалению, есть убитые и раненые. Число уточняется. Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15-ю городскую многопрофильную больницу населенного пункта Юбилейный Луганской области доставлены до 300 наемников так называемого ЧВК «Вагнер». Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний, как ВИЧ, СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь. Поэтому, кстати, российские власти или оккупационные власти привозят персонал, медицинский персонал с территории Российской Федерации. Из числа местных жителей врачи отказываются вот такую разношерстную и с таким букетом болезней обслуживать персонал, точнее раненых, которые к ним прибывают. Далее, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а также наши ракетные и артиллерийские части поразили 2 пункта управления, 2 позиции противовоздушных систем ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. По состоянию на утро сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находятся 15 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет «Калибр». Общий залп составляет около 20 ракет. Вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Следующее. На этом военная часть у нас окончена, и военно-политическая обстановка в Украине и вокруг нее. В Чехии завершается подсчет голосов по выборам президента страны, и с уверенным опережением побеждает Петр Павел. Это отставной генерал и экс-глава военного комитета НАТО. Он, скорее всего, и займет пост, победит в этой гонке и займет пост президента Чехии на следующую президентскую каденцию. Но уже говорилось неоднократно, еще раз повторюсь, что он является прозападным человеком, он является большим сторонником поддержки Украины. Так что теперь пан Земан, сложив полномочия, не будет нам препятствовать или рассказывать, что какой Путин хороший и как они с ним дружили. Получаем еще одного политика, довольно важной страны, нашего партнера, который настроен проукраинский и будет поддерживать, всесторонне будет стараться поддержать нашу страну.
Сегодня произошло неординарное событие, начиная где-то с 5 часов утра в Иране, в нескольких городах прогремели взрывы. Взрывы гремели очень долго, в результате никто до сих пор, я подчеркну, никто до сих пор не взял на себя ответственность за эти взрывы. То есть это, будем так говорить, примерно как в Российской Федерации бавовна там была на аэродроме Энгельс, Рязань там и прочее. Точно так же произошло и в Иране. Что произошло? Была осуществлена, как говорит руководство Ирана, была осуществлена бомбардировка дронами камикадзе различных военных объектов и объектов военно-промышленного комплекса Ирана. В частности, атакован центр производства боеприпасов и беспилотников, то есть завод, который выпускал шахеды. Он атакован, там огромный пожар, есть детонация боезапаса. Дальше горит нефтеперерабатывающий завод, тоже он был атакован. Горит завод по производству оружия, но не уточняется какого. Взрывы на военных базах Хамадане и Керидже. Взрывы в некоторых воинских частях. Нанесены удары по заводам по производству ракет и дронов в 7 разных местах. Также сообщают о боестолкновении повстанцев и силовиков. То есть вот эти силы повстанцев или протеста, которые волна не стихает в Иране, вот они могли в принципе организовать. Есть даже уже некоторые доказательства. Газета, точнее издание Аль-Арабия обвинила Израиль и написали, что это мог сделать только Израиль. Впоследствии газета была вынуждена, издание точнее было вынуждено отменить свою статью и отказаться от тех слов, которые они сказали. То есть, что это совершил Израиль. Еще раз повторюсь, на данный момент никто из стран не взял на себя такую ответственность. И с другой стороны, есть уже доказательства того, что беспилотники применялись малого радиуса действия. То есть они не могли прилететь извне Ирана. Не на всех объектах, но на некоторых объектах нашли остатки беспилотников, которые не летают на большое расстояние, не могли прилететь извне. Так что вполне возможно. Откуда у повстанцев появились... во-первых, за одну ночь перекрестили протестующих в повстанцев, это первое, что произошло. Второе, откуда у них появились квадрокоптеры и беспилотники, боевые, то есть дроны камикадзе, сказать на сегодняшний день очень и очень тяжело. Посмотрим, приведет ли это к каким-то существенным изменениям в политике Ирана самого, в его политической ситуации, как внутренней, так и внешней. Думаю, вряд ли, потому как на данный момент сообщения о новых взрывах не поступали. Ведь Иран очень неплохо действует в этом случае. Да, ПВО не сработало, практически не сработало. Они сейчас там заявляют, что они что-то сбили из числа этих беспилотников. Но видим, что ущерб огромный, особенно по предприятиям и по воинским частям, в которых прогремели взрывы. Ущерб довольно большой. Но они говорят, что у них российское ПВО, это Тор-2М в основном, и С-300 есть комплексы. Кстати, Тор-2М это тот комплекс, который сбивал Боинг нашей авиакомпании, украинский Боинг, в небе над Тегераном. Но здесь они не сработали, и практически, я так понимаю, что почти все дроны достигли своей цели. Особого эффекта от систем ПВО они не получили. По каким причинам, будем дальше разбираться по мере поступления информации. Вот такая вот ситуация сейчас в Иране. Следующая новость. Основные выводы Институт изучения войны американский, знаете, да, мы часто к нему обращаемся, часто его цитируем. И они сделали несколько выводов на 28 января.
по ситуации на линии фронта и вообще по ситуации в войне России против Украины. Итак, ну, я эти выводы вам озвучу, и это будет пища для размышления в дальнейшем о ходе всей военной кампании. Первое. Российские террористические войска, вероятно, заменяют истощенные силы Вагнера для поддержания наступления в районе Бахмута. Да, там идет перегруппировка, и они действительно отводят остатки Вагнера, именно остатки. Это то, о чем я сегодня говорил в военной обстановке, что там более 300 человек привезли в Луганской области, это раненых вагнеровцев. Сколько уничтоженных, сказать очень трудно. Но, кстати, по оценкам этого института, только в районе Солидара и Бахмута они потеряли порядка 4000 убитыми, около 10 тысяч ранеными. То есть потери там были колоссальные для вот этих ЧВК Вагнера. Следующее. Оккупанты пытаются помешать Украине вернуть инициативу, возможно, накануне запланированного решающего наступления на Донбассе российских оккупационных войск. Ну, то, что вот мы готовимся. И они таким образом, атакуя нас, пытаются перехватить инициативу. Также институт приходит к выводу, что оккупантам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для проведения более одной крупной наступательной операции с целью закрепления украинских сил в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей. То есть они и нечем, ну как бы силы вроде есть, людей много, но они не настолько боеспособны, чтобы выполнить поставленную перед ними в первую очередь политическую задачу, которую поставил сам Путин. Российское террористическое руководство может снова планировать наступательную операцию, исходя из ошибочных предложений о возможностях российской армии. Но это то, что мы говорим, что Кремль оторван от реальной действительности, и скорее всего российские генералы не полностью докладывают обстановку высшему политическому руководству Российской Федерации. Уменьшение российских военных сил Вагнера вокруг Бахмута, вероятно, уменьшает влияние и самого Евгения Пригожина, то есть повара Путина, который является куратором этой частной военной кампании. Ну, это мы с вами разбирали и как бы прекрасно это знаем. Также оккупанты продолжали ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово-Кременная. Я говорил вам, постоянно говорил, единственное, что мы не знаем геолокации, точной геолокации, где сейчас проходит линия фронта на рубеже Сватово-Кременная. Ну, генеральный штаб не разглашает эту информацию, наш генеральный штаб. Но они пытались, то что я говорил, что они пытались предпринимать попытки встречного боя для того, чтобы там остановить продвижение наших войск. Оно, кстати, продолжается. Сейчас небольшое затишье, позиционные бои, но тем не менее, я так понимаю, что с ближайшие сутки эти наступательные действия, контрнаступательные действия со стороны наших войск будут продолжены. Наши войска продолжили наносить удары по российским тыловым районам в Луганской области и в Донецкой области. Ну, вы знаете, из последних таких крупных поражений это накрытие на станции Иловайск. Помните, да, мы знаем, что такое город Иловайск, какая там трагедия произошла в 2014 году. Пока нет официальных данных, но мы догадываемся, по чьей вине. Вот, но тем не менее, вот, практически такая была ответка, к нам пришел эшелон с мобилизованными, и во время разгрузки этого эшелона был нанесен огневой удар реактивными системами залпового огня дальнобойными. Соответственно, мы понимаем, какие потери, ждем, когда разведка нам приблизительно скажет число потерь в результате этого огневого налета. Плюс мы не только в Луганской области работаем, в районе Мелитополя наши РСЗО
тоже нанесли довольно серьезный удар и повредили тот мост, который пытается восстановить, железнодорожный мост в районе Мелитополя. Почему? Потому что я же говорил, без железной дороги у них огромные проблемы со снабжением войск. Вот сейчас через Крым боеприпасы вряд ли уже идут, потому как это довольно тяжелые грузы, а железнодорожная часть Крымского моста, она повреждена сегодня вот тем пожаром, теми взрывами, которые были. И, соответственно, надо завозить боеприпасы для артиллерии, которая находится там в районе Херсона, допустим. Как вести? Только через Мелитополь. Поэтому вот они пытаются восстановить этот мост. Мы действуем так, как я вам объяснял. Мы ждем. Начали восстанавливать мост. Ага, работы пошли хорошими темпами, уверенно. Значит, надо нанести новый огневой удар. Мы его и наносим. Ликвидируя, с одной стороны, ремонтно-восстановительную бригаду, команду, которую они туда присылают, а это инженерные войска или железнодорожные войска Российской Федерации. И, соответственно, разрушая эти самые, или наоборот, не разрушая, обновляя разрушение самого моста. Вот такие вот... Вот такие вот выводы сделал институт, вот такая общая картина ведения хода боевых действий на основных направлениях. Это Луганская, Донецкая и Запорожская области. Ну, а мы с вами на этом, сегодня будет военно-политическая часть коротенькая. Вот, на этом мы этот первый раздел нашего с вами видео заканчиваем. Вот, я по традиции сделаю паузу. Вы можете за это время подписаться на мой канал, поставить лайк, если вам это видео нравится, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как всегда, ответом на ваши вопросы. Вторая часть будет состоять именно из этого. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующего содержания. У МіГ-29 є радар Доплера. Чи можна за допомогою його бачити всі крилаті ракети, чи можна використати його для початкового наведення протиракети? Чи може протиракета на зустрічному курсі збити Х-22? Не можна допустити повторення трагедії. Дякую за информацию. Смотрите, да, есть, у МиГ-29 есть доплеровский радар, радиолокационная станция доплеровская. И да, действительно, находясь в воздухе, если в радиусе действия этой станции, она, кстати, не на большое расстояние видит, эта станция, этот самолет может увидеть все, что находится в воздухе, в том числе и ракету Х-22. Но этот самолет не предназначен для работы в единой системе управления огнем противоракетных систем. И его надо туда интегрировать. Для этого необходимо соответствующее оборудование и программное обеспечение. Плюс модернизация самого самолета, его бортовой авионики, для того, чтобы она работала в комплексе. Это раз. Второе. Самолет должен постоянно баражировать в воздухе и контролировать, он может контролировать какой-то небольшой район. На встречном курсе сбить Х-22 можно, и на перехвате можно его сбить, на догонном курсе можно сбить противоракетой. Но опять же вопрос засечки. При малой дальности действия доплеровского радара МиГ-29 времени на сбитие этой ракеты у вас не будет от слова совсем. Поэтому это бесполезно. Для этого, кстати, для того, чтобы работать в спарринге, для этого существуют самолеты, истребители-перехватчики, вот типа как МиГ-31, Советский Союз его создавал. Кстати, F-16 может работать в спарринге с комплексом Patriot. И может действительно, и комплекс может наводить истребители на ракету. И ракета, и самолеты могут передавать данные о курсе движения ракеты и ее параметрах
для того, чтобы их могла сбить, их могла сбить противоракетная система. Доброго вечора, слава Україні. Поясніть, будь ласка, бо я не розумію. До 24 лютого завжди говорилося, що в Росії мільйонна армія чи більше. Зараз в нашій території близько 300 тисяч, десь стільки ж, плюс-мінус, вже вбито, поранено, в полоні і таке інше. І це змобілізовані. Де ж цей мільйон? Фейк? Дякую за все. Нет, смотрите, дело в том, что до 24 февраля российская армия, да, действительно, она насчитывала по штатному расписанию, согласно закону Российской Федерации, она была там чуть меньше миллиона, около миллиона, будем так говорить. Живых числилось у них где-то порядка 850 тысяч. Но вы же не забывайте, что, во-первых, территория России. Эта армия разбросана по всей территории. Во-вторых, это же разные рода, виды вооруженных сил. То есть военно-морской флот. У России сколько флотов? Посчитайте, сколько флотилий. И это же экипажи кораблей, это же огромное количество людей. Сколько обслуживающего персонала на этих базах. Здесь в основном воюют сухопутные войска и специальные подразделения типа морская пехота и подразделения береговой охраны, допустим, военно-морских сил Российской Федерации. Вот они здесь находятся. То, что Путин сначала издал указ летом о том, что на 140 тысяч увеличить армию, и она стала там 1 100 000, но это же указ, это же только бумага. Они только осенью прошлого года не отпустили дембелей домой. И это прибавило им 120 тысяч человек численности в российской армии. Почему? Потому что они 100 тысяч призывников они призвали, а дембеля не ушли. Дембелей они вот хотят пристегнуть к этим мобилизованным и пригнать сюда. Вот поэтому этот миллион он растянут. Плюс контингенты войск, которые они не могут полностью сократить. Это таджикская база военная на границе с Афганистаном. Это в Армении военная база. Это военные базы. Да, они оттуда повыбирали личный состав, но не весь, а какую-то часть. Плюс вы не забывайте, что есть еще есть воздушные силы, есть силы ПВО, которые тоже несут дежурство и в самой Российской Федерации. И есть тот контингент военнослужащих, который обеспечивает повседневную жизнедеятельность для вооруженных сил или частей и подразделений российской армии. Поэтому то, что они сюда выделили 300 тысяч, я скажу, что это для них это и так на пределе возможного. Плюс, вы правильно пишете, плюс потери, то это фактически, можно сказать, максимум, что может Российская Федерация. И дальнейшее наращивание численности российских войск в Украине может происходить только за счет мобилизации. Больше наскрести они не могут. Расскажите, какие средства есть у орков для борьбы с танками. Насколько сложно будет сберечь технику от союзников. Ну, в принципе, у них, я скажу так, что у них достаточно противотанковых ракетных комплексов. Достаточно. Причем есть как самоходные типа Хризантема, ну это бывший Штурм-С, ее модернизация, так и переносных комплексов типа Корнет, типа этот самый типа Корнет, типа Конкурс, вот такие вот. Плюс управляемые ракеты для танков, это выстрелы, которыми танки стреляют через ствол. В принципе есть у них перечень, но тут надо отметить следующее. И они, да, действительно, они практически все свои, ну, кроме танковых выстрелов типа 9М111, вот эти выстрелы, точнее 9М119, извините, вот они все остальные системы свои довели практически до дальности пуска 5000
метров, где-то плюс-минус там 4-5 тысяч метров. То есть сделали их более дальнобойными. То есть 2,5 километра у них практически уже, даже, по-моему, Фагот не стреляет на такую дальность. Но это переносной комплекс. Но дело в том, что и они заявляют, что бронепробиваемость там достигает некоторых там, ну, буквально, вот, допустим, комплекс Корнет, они там дают 1400 миллиметров. Это без учета активной динамической защиты на танке. Вот. И то, что у них головные части кумулятивные, да, они есть тандемные, но они кумулятивные. Вот. И самое главное, это управляемость этими снарядами. Управляемости в Российской Федерации на сегодняшний день нет ни одного ПТУРа третьего поколения. То есть ни один ПТУР, ни один комплекс Российской Федерации не работает по принципу «пустил и забыл», как делает Джевелин. Ни один комплекс не делает горку и не бьет в верхнюю полусферу. Все они бьют в лоб по настильной траектории. И все они управляемые. То есть они полуавтоматические. Это второе поколение. Надо держать перекрестие прибора наведения на прицеле. Тогда ракета попадет в ту точку, куда смотрит прицел. Что очень сильно осложняет их применение, особенно в ходе интенсивных боевых действий. Вот такая вот как бы океаническая с этими комплексами. И с одной стороны они вроде бы как есть, причем даже иногда российские оккупанты используют ПТРК, особенно переносные, типа Фагота и Конкурса, они используют даже против нашей пехоты. Ну, он предназначен для борьбы, допустим, с бронированными целями противника, а также дотами и дзотами, то есть долговременными огневыми точками и деревянно-земляными огневыми точками. Там, где располагаются, как правило, либо безоткатные орудия, типа станковый СПГ, там станковый противотанковый гранатомет, либо это пулеметные гнезда, либо что-то еще. Так вот, они даже, россияне, применяют эти комплексы даже против нашей пехоты, потому что заряды как были, так и остались еще, они кумулятивно-осколочные. То есть при попадании в броню он срабатывает как кумулятивный заряд, а при попадании или в броню, или в препятствие, а при попадании там в грунт он срабатывает как осколочный заряд. То есть когда они стреляют, допустим, по нашим позициям. Есть такое. Вот. Поэтому я думаю, что западные танки тем и отличаются от советских образцов или от того, что есть у Российской Федерации, что они более приспособлены к ведению боевых действий в условиях применения противотанковых ракетных комплексов. Особенно таких комплексов, как в Российской Федерации. Они же для этого и разрабатывались. И у них живучесть намного выше, чем у российских танков. Поэтому шансы их сберечь, или во всяком случае шансы продлить им боевую жизнь на поле боя, у нас очень и очень высокие. Так что есть чем бороться и есть что противопоставить этим комплексам. Плюс вы же не забывайте, что западная техника еще имеет такую особенность, как способность отводить от себя управляемые снаряды и защищать себя. Ну, допустим, российские комплексы, которые управляются по лазерному лучу, дымовая завеса спасает от этого снаряда. Все, оператор не видит цели и он не знает, куда наводить ракету. Ракета может уйти мимо. И в этом случае просто сработает самоликвидатор на этой ракете. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, что такое первая, вторая, третья линия обороны, как они устроены и в чем их смысл. Смотрите, когда строится оборона, она может быть глубоко эшелонированная. То есть, если нужна стойкость обороны, то она строится в несколько линий. Первая линия, вторая линия, третья линия. Может быть 4, 4, 5, а может только ограничиться первой и второй. Вторая всегда оборудуется, 2 это как минимум. Что они собой представляют? Они собой представляют систему инженерных сооружений. Это окопы, блиндажи, погребки для боеприпасов и ходы сообщения.
Они оборудуются также, могут обшиваться окопы, могут укрепляться окопы, могут применяться бетонные конструкции для создания. Вот как помните, мы наблюдали с вами, когда российские оккупанты хотели укрепить Херсон, они там строили 3 линии обороны и везли туда бетонные колпаки в виде пулеметных гнезд, дотов, долговременных огневых точек, и их устанавливали. Вот такими сооружениями везли туда лес-кругляк, то же самое. И эти линии обороны, они находятся на определенном расстоянии друг от друга, но с учетом особенностей местности. То есть выбираются наиболее выгодные позиции, где пройдет эта линия обороны. И войска, обороняясь, наносят ущерб противнику, когда силы уже на исходе, то или, допустим, дальше нет смысла удерживать эту оборону, она приходит в негодность в результате работы артиллерии врага, то откатывается по определенной команде, откатывается на вторую линию обороны. А вторая линия обороны новенькая, только как с нуля построенная. И, соответственно, у противника он заходит на первую линию обороны, захватывает ее, понимает, что войска отступили, продолжает наступление и упирается во вторую линию обороны. И ему надо начинать все сначала, штурмовать эту линию обороны, как в первый раз. Вот что такое линии обороны и почему их всегда несколько оборудуется. Вот у нас, кстати, по Минским соглашениям, вот эта линия разграничения по Минск-2, она была построена в 3 линиях обороны. В 3. И мы могли, у нас располагалось за 3-й линией обороны, у нас располагались тылы, а основные войска находились на 1-й линии обороны и удерживали ее в течение всех 8 лет, пока Россия не предприняла такое массированное вторжение. Кстати, есть места, если вы посмотрите внимательно на ту же самую карту Deep State, есть места, где до сих пор наши войска находятся на 1-й линии обороны, которая была оборудована еще с 2015 года. В 2015 году мы подписали позорный Минск-2. Так что вот что такое. Это система инженерных сооружений, которая позволяет войскам вести оборонительные бои. Позиции, окопы, блиндажи, погребки для боеприпасов и ходы сообщения. Я довольно давно стараюсь быть полезным Украине и стараюсь не говорить лишнего, но не всегда получается. Я был бы рад, если бы кто-нибудь в Украине, кто умеет пользоваться Google, то узнал бы, что именно такое BlackRock. И в чем интерес, и почему именно эта компания. Ну, давайте так, я вам скажу, что такое BlackRock. BlackRock — это самая крупная в мире инвестиционная компания. Эта компания владеет активами на 8 триллионов долларов. То есть гигантская компания. И вот почему, наверное, подняли этот вопрос, потому что эта компания, сейчас ее директор Ларри Финк, так вот, он встречался с президентом Зеленским, и, я так понял, достигнута договоренность о том, что BlackRock будет инвестировать в Украину и будет заниматься, вести инвестфонды по восстановлению Украины. Вот. Я не знаю, какая у нее там подноготная и этой компании, надо поинтересоваться. Но если человек обращает внимание, то думаю, что есть какие-то подводные течения, подводные камни по поводу этой компании. Но она реально сейчас работает по предварительным договоренностям между президентом и руководителем этой компании. На протяжении нескольких месяцев эта компания работает над проектом структурирования фондов восстановления Украины. То есть фактически, я так понимаю, ей будет отдан контроль над всеми инвестициями
который будет идти в нашу страну через инвестиционные фонды, если они занимаются вопросами структурирования фондов. Насколько это опасно? Ну, думаю, что да, потому что монополия никогда не приводила к успеху. Монополия всегда приводила к поражению и к утопии, к приходу в кризисное, в состояние разрухи и развала. Ну, для тех, на ком это отрабатывали. А те, кто владеет монополией, те немыслимо обогащались. Ну, раз поднят вопрос, давайте ознакомимся и сделаем для себя выводы, надо нам эта компания, не надо, и что она вообще, несет ли она угрозу нашей стране или не несет. Когда-то давно в институте была военная кафедра, танковая. Кто-то из преподавателей говорил, что при первом попадании, даже если танк живой, вся эта электроника и механизм заряжания выходит из строя. Насколько это правда? И если правда, то что поменялось за 40 лет? Смотрите, имеется в виду вот что. Раньше при попадании снаряда, особенно когда стреляли болванками, ну тогда бронебойный снаряд представлял собой еще и большую железную болванку с остальным сердечником в середине. Были такие. Даже в одной известной песне поется: болванкой грохнула по танку. Вот. Есть такая. Так вот, происходил выход из строя и обрыв вот этих блоков управления, которые размещались на внутренней стороне брони. Броня, даже в первых танках броня снутри не шлифовалась, и вот эта зернистая поверхность брони давала кучу осколков от удара, давала кучу осколков и поражала экипаж. В современных танках такого явления нету, чтобы там осыпались внутренние приборы. Автомат заряжания может выйти из строя только в случае его механического повреждения, то есть если снаряд пробил броню танка и повредил сам механизм заряжания, либо если выходит бортовая сеть танка из строя, то есть проводка, где-то обрывается проводка и не работают блоки управления. Тогда, естественно, переходит, но танк в этом случае не умирает совсем. Почему? Потому что танк может вести огонь и в ручном режиме. Это проблематично, это влияет на скорострельность, но тем не менее такая возможность существует. Вот. Но за 40 лет изменилось то, что танки повысили живучесть, и на сегодняшний день такое явление, как обваливание внутренних приборов в результате удара болванки по танку, практически не наблюдается. В современных танках практически отсутствует. Следующий. Если на шахед сбросить сетку, он при падении сдетонирует? Не будет ли нанесен ущерб больше, если уничтожить его в воздухе проверенным способом? Вот, кстати, уничтожение шахеда в воздухе больше приводит к детонации, потому что если попадает в головную часть, она может сдетонировать. Если на него набросить сетку на маршруте его движения, то детонация не произойдет. Почему? Потому что взрыватель взводится на последнем участке траектории. Кстати, шахед разгоняется и пикирует на свою цель. А пикируя, он набирает максимальную скорость и взводит механизм подрыва своей головной части или своего боевого заряда. Поэтому, да, вероятность такая существует, что он при падении может сдетонировать, но она очень низкая. И, как правило, такой дрон, даже мы, когда сбиваем из стрелкового вооружения, если повреждает двигатель, то он падает, но не взрывается. И потом мы с вами в социальных сетях наблюдаем фотографии этих дронов, которые, да, повреждены, да, они разбились о землю, но при этом они не сдетонировали. Поэтому ущерба практически от этого нет, наоборот. Плюс вы не забывайте, что даже охрана объектов инфраструктуры, во-первых, объекты инфраструктуры не всегда находятся в зоне жилой застройки. Как правило, это или промышленные зоны, или какие-то зоны отчуждения, или на окраинах городов, но не в жилой зоне. И, соответственно, вокруг них либо лесополоса, либо поле.
либо там какая-то другая местность. И поэтому даже если туда упадет дрон, на который накинут сетку, и он сдетонирует, я не думаю, что он нанесет больше ущерб, чем если бы он действительно попал в этот объект инфраструктуры, и этот объект потерял бы свою работоспособность. У меня такой вопрос. Используют ли вооруженные силы Украины пулеметы в этой войне? Может, я пропустил этот момент, но я не помню ни одного упоминания о пулеметах ни в ваших сводках, ни в сводках других экспертов. Я совершенно не разбираюсь в военной науке, но насколько я понимаю, пулемет это хорошее оружие против пехоты. Может быть, я ошибаюсь? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, да, действительно, как-то пулеметам не уделяется внимания. Хотя мы о них упоминаем, когда говорим о пакетах помощи. Особенно в летний период, довольно часто в пакетах очередной военной помощи Украине встречались такие системы, как МГ, пулемет МГ немецкий, встречались пулеметы американского производства. Кстати, недавно осенью звучала информация о том, что Соединенные Штаты передают нам зенитные пулеметы. Вот. И да, действительно, пулеметы используются. Поверьте, очень много пулеметов используется на сегодняшний день. И когда были ожесточенные бои вот в районе Бахмута и Солидара, то количество наступающих войск, даже наши военные говорили, что количество или волн атакующих, помните, мы говорили, там до 10 атак в сутки, ЧВКшники особенно проводили на нашей позиции. Так вот, наши военнослужащие рассказывали, что они не успевали перезарядить ленты пулеметов для того, чтобы отбить атаки этих ЧВКшников. Или, допустим, я помню такую фразу, когда один из наших военных сказал, что плотность атаки или интенсивность атак настолько высока, что последнего зэка пулемет срезает в 5 метрах от нашего окопа. Вот такая. Но поверьте, пулеметы наравне со стрелком, просто они относятся к разряду стрелкового вооружения, и поэтому мы о них не вспоминаем. Сегодня же никто не обсуждает там штурмовые винтовки, автоматы, потому что мы это все знаем, что войска обеспечены стрелковым оружием, обеспечены под завязку. Соответственно, пулемет входит в стрелковое вооружение. Поэтому о них сегодня отдельно никто не говорит. Встречается еще информация о зенитных, но это пушка, ЗУ, точнее, да, зенитная установка ЗУ-23-2, это спаренная пушка, это не пулемет, 23-миллиметровая пушка, которую очень активно, это зенитный пулемет, который очень активно, точнее зенитная установка, которую очень активно применяют наши солдаты для общевойскового боя. У нее дальность до 2000, 23 мм, она бронетранспортер или БМПшку может раздолбать вдребезги. Вот, поэтому, или бронемашину может раздолбать. И причем дальность 2000 дает очень хороший результат. Они активно применяют. Много есть видео, как их применяют, как ведут с них огонь. Их устанавливают на грузовые машины, откидывают борта и делают из них тачанки. Когда вот на транспортное средство поставлен такой пулемет. Вот. Но, точнее, такая установка. Но пулеметы, само собой, занимают свое место, свою нишу и воюют в полную силу, в полную нагрузку в составе общевойскових подразделений Сил оборони України. В останній час дуже багато розмов про наступний Рамштайн, авіаційний та ракетний. Багато уваги приділяється можливому отримуванню літаків F-16. Чи могли би ви розповісти, що вони можуть на полі бою? Чого можна від них очікувати? Дуже вдячний. Смотрите, дело в том, что это, будем так говорить, это истребитель, он имеет возможность, даже так, это многофункциональный самолет. Он относится к категории истребителей, не тяжелых.
И он многофункциональный. Он может выполнять задачи как по поражению противника на земле, то есть он может нести боевую нагрузку, причем эта боевая нагрузка довольно большая, там порядка 7 тонн. Вот. И боевая нагрузка может быть класса воздух-земля, то есть это ракеты для ведения огня по наземным целям. И в качестве бомбардировщика он может использоваться. Это тоже он может вести еще ракетную нагрузку, бомбовую нагрузку. А также может нести нагрузку вооружения класса воздух-воздух и вести борьбу с воздушными целями, как с ракетами, так и с авиацией противника. То есть он многофункциональный, многоцелевой самолет, который может применяться как по наземным целям, так и по воздушным целям. У него еще он имеет возможность работать, у него более защищенная бортовая схема, он может работать в условиях применения ПВО, особенно российского ПВО, и в условиях, он для них малозаметный считается, и в условиях постановки радиоэлектронных помех, тоже в основном российскими, зарубежными радиоэлектронными средствами. Вот в чем особенность F-16, в чем его преимущество. Плюс он довольно маневренный, довольно легкая машина, что дает ему возможность быть в воздухе неуязвимым от тех же систем ПВО противника. Скажіть, будь ласка, як ви самі відчуваєте, коли реально закінчити цю війну, гарячу фазу? Я сам із Харкова, був декілька разів на фронті, багато спілкуюсь з військовими, бачу дуже різні настрої серед них. Як відчуваєте ви? Я так скажу, что в принципе горячую фазу этой войны мы можем закончить в текущем году. Можем. Я не скажу, что это произойдет так быстро, уже прогноз, который ранее давался, что к лету мы можем все закончить, выйти на границы 91 года, я думаю, что его уже надо отодвигать ближе к осени, этот прогноз. Почему? Потому что все-таки вооружения нам дают, дают сейчас много, но не столько, сколько хотелось бы, и плюс медленно дают. Вот сейчас, если бы это вооружение дали месяц-два назад, мы бы могли сегодня до формирования России ударных группировок наступательных, а они к этому готовятся, мы могли бы провести контрнаступательную операцию. Но наши страны-партнеры не спешат с передачей нам вооружений, и поэтому получается так, что Россия тоже имеет временной лаг для подготовки своих наступательных группировок. И, соответственно, нам опять надо готовиться уже не к контрнаступлению, а к оборонной операции. 300-тысячная группировка войск на нашей территории, наступательная операция, мы в обороне, это может затянуться на несколько месяцев. И только в случае позитивного исхода, то есть мы выстоим в обороне, при минимальных потерях нанесем максимальный урон российским войскам. Тогда мы можем говорить, что через месяц-два после разгрома основных сил российских войск в оборонительной операции мы сможем перегруппировать войска, и за счет созданных ранее резервов, если они уцелеют в оборонительной операции, мы их не потратим, то тогда мы можем говорить о переходе в контрнаступление. Вот такой вот прогноз. Как его привязать к временным параметрам? Скажу так, что очень тяжело. Дай бог нам закончить оборонительную операцию к началу лета. Вот я так бы сказал. А уже лето может быть перегруппировкой, может быть начало проведения контрнаступательной группировки. Но опять же, точнее контрнаступательной операции. Но опять же, это если мы будем к этому моменту в состоянии ее проводить. А если к этому моменту опять нам дадут комплект техники, который позволит нам это проводить, тогда мы говорим о конце лета, начале осени. Это проведение контрнаступательной операции с возможным выходом на границы 91 года. Если же Российская Федерация, а еще один нюанс, не забывайте, если Российская Федерация
провалит вторую волну мобилизации и не соберет, как Путин планирует, к лету 2023 года еще 500 тысяч мобилизованных. Тогда сроки могут измениться еще в сторону зимы 2023 года. Вот я бы так сказал. Но, кстати, вот эта 500-тысячная группировка, вторая волна мобилизации, которую хочет собрать Путин, а к концу года он планирует 1 миллион, ну так во всяком случае звучат слухи из Кремля. Я скажу так, что успех проведения этой операции будет зависеть от нашей оборонительной. Если мы громим вот эту первую волну 300 тысяч, то вторая не соберется. Вот это очень важный момент, который надо учитывать. Если же мы если мы не сможем нанести сокрушительный урон российским войскам в ходе остановки их попытки наступления, предотвращения, точнее, их попытки наступления, то тогда российская пропаганда раздует это в костер победы, пламя победы, и на этой патриотической волне. А там реально, я вам скажу так, что там настроение в России на войну. Как бы там мы ни говорили, как бы мы ни хорохорились, но российское общество готово идти на жертвы, готово умирать за царя и отечество. Именно так, они воюют. И если бы они были сильно деморализованы, у нас бы были уже давно успехи на фронте. Пока что они давят с огромной силой. Они идут на жертвы, они идут на смерть, но они накачаны идеологически, я так скажу. Вот. Может быть, там где-то моральный дух и хромает, но тем не менее в атаку они все поднимаются и в атаку они идут. И своих командиров, и начальников они боятся больше, чем наши войска. Поэтому они предпочитают идти на наши пулеметы, но не бежать в тыл, потому что там они будут жестоко наказаны. Не просто расстреляны, а именно жестоко наказаны. Возможно, показательно замучены до смерти. Ну вот как вагнеровцы, помните своего, там кувалдой голову размозжили прямо на камеру. Вот, и все, чтобы остальным было неповадно. Вот, ну, это такой принцип действует. Почему я говорю, что Россия на сегодняшний день не то что не правовое государство, а фашистское государство. Причем как в отношении к нам, так и в отношении к своим гражданам. Просто свои граждане это пока это не поняли. И непонятно, когда они его поймут. Вот. Поэтому вот такой вот мой прогноз, что дай бог нам, наверное, летом как-то постараться закончить, к концу лета, наверное, постараться закончить активную фазу этой войны. Кстати, и наши оракулы, которые вот говорили основные прогнозы, тоже как-то так попритихли, и последний месяц я уже не наблюдаю таких бравурных заявлений, что к лету мы там на границах 91 года и все остальное. И об этом можно было говорить осенью, если бы нам к Новому году дали то вооружение, которое нам сегодня дадут только к началу весны. Вот, понимаете, да? Вот прямая зависимость. Смотрите, как будет поступать вооружение, так и будет двигаться фронт. Подскажите, пожалуйста, а нам реально нужны будут танки в августе и самолеты в декабре? Мне кажется, тогда уже никому ничего нужно не будет. Нет, почему? Вот я только что это объяснил в предыдущем вопросе, я ответил на ваш вопрос. В том плане, что если затянется оборонительная операция, и Россия будет давить изо всех сил, то как раз к августу нам еще будут нужны танки, и к декабрю авиация это уже будет вообще действительно никому не нужна. Но танки нам будут нужны и летом, и осенью, и зимой текущего года. Если мы не приложим максимум усилий и не добьемся максимального позитивного результата в плане разгрома российских войск в оборонительной операции, в весенней оборонительной операции, к которой мы сейчас готовимся. Вот у нас, кстати, ошибка, я всегда говорю об этом, стараясь помочь не создавать, снять эту розовые очки и пелену с глаз, потому что все уже готовятся, все считают танки,
западные, отечественные, все считают боеприпасы, и все говорят, все, контрнаступление, завтра наступаем, только танки приходят, идем вперед. Нет, люди, остановитесь, как говорил один наш бывший политик. Остановитесь, нам надо будет провести оборонительную операцию. И вот эта вся техника и вооружение, она в первую очередь пойдет на оборонительную операцию. И от успеха оборонительной операции будет зависеть, когда мы перейдем в контрнаступление. И сроки. Вот. Так что, может быть, не равен час, там танки в августе тоже пригодятся. И даже очень-очень сильно. Скажите, пожалуйста, что касается Словакии, я не слышал, чтобы она участвовала в помощи Украине. Проясните ситуацию. Ну, вы очень невнимательно следите за новостями. Словакия нам дает артиллерию, я напомню, гаубицы Зюзана. Помните? Это словацкие. Зюзана 1, Зюзана 2, Зюзана и Зюзана 2. Первый вариант это был ствол Д-20, то есть это фактически 2С3, только на колесной базе. А вторая это уже ствол 155 миллиметровый, натовский ствол. Вот. Так что они дают нам боеприпасы к этим гаубицам. Ну и другое военно-техническое имущество. Это вот я вам только сказал из самого важного, что нам поставляет Словакия. Поэтому Словакия очень даже сильно помогает нам в плане артиллерии, в плане поставок вооружений. Так что нет, вы просто невнимательно погуглите, и вы найдете перечни техники вооружения, которые нам, и имущества, которые нам поставляет именно Словакия. Но из самого крупного, самого значимого это артиллерия, самоходные артиллерийские установки. Также я напомню, что сейчас ведутся переговоры о передаче 15 МиГ-29. Кто-то там их называет списаны, они не списаны, они из боевого состава. Просто они заменили эти МиГи на самолеты западного образца. Они получают, по-моему, F-16 из Соединенных Штатов, но пока они получат эти самолеты, они даже согласились снять их с боевого дежурства. У них, кстати, на боевом дежурстве эти МиГи стояли, охраняли небо Словакии. То сейчас Чехия взяла на себя обязательство задежурить в воздушном пространстве Словакии боевыми самолетами, пока та не получит вот эти американские взамен этим 29-м МиГом. Так что Словакия очень даже помогает нам. Вот тоже такой интересный вопрос. Есть ли современные танки, которые полностью автоматически управляются дистанционно, без экипажа? Так называемые беспилотные танки. Я скажу так, что это в принципе, наверное, завтрашний день уже танковых войск. Почему? Потому что сегодня они есть, но они пока что в опытных экземплярах и в опытных образцах. На многие страны, такие как Соединенные Штаты, такие как Япония, такие как Израиль, ведут разработки, ведут испытания беспилотных танков или боевых беспилотных платформ. Там есть колесные варианты, есть гусеничные варианты, но поверьте, такие разработки ведутся. Насколько они успешны, сказать сегодня очень трудно. Они проходят испытания, пока что, я так понимаю, очень много недостатков. Ну, например, недостаток в преодолении радиоэлектронных помех. А если этот танк потеряет связь со своим оператором, что дальше? Вот как это происходит сейчас с беспилотниками в воздухе, да, когда РЭП включает постановку помех, и оператор теряет связь с дроном. Что дрон делает? Дрон падает. Что будет делать этот танк? Доставаться врагу или становиться грудой металлолома весом в 50-60 тонн. Очень трудно. Ну, это вот я навскидку вам сказал. Но да, такие разработки ведутся многими странами в мире, и есть какие-то наработки, но пока никто не говорит о запуске в серийное производство. Пока это все экспериментальные модели, пока это все экспериментальная отработка этих вопросов. Ну что ж,
На этом мы вопросную часть, наверное, с вами закончим. И у нас остается еще одна, третья часть нашего с вами видео. Это приветствия и пожелания, которые вы сегодня прислали. И сегодня прозвучат следующие комментарии, приветствия и поздравления. Итак, похоже, что те, кто будет переписывать через 100 лет историю, назовут эту войну специальная бессмысленная война за яхты, дворцы и миллиарды. Путин президент мира, кричал Ваня из очкового сортира. Крокуємо до перемоги, віримо в Збройні Сили України, хай живе вільна Украина. Ну, со стороны Российской Федерации вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Они так и будут. Умри за царя и отечества. Не умри от водки в канаве, не сдохни от водки в канаве алкоголиком, а иди умирай на поле боя за царя и отечества. А Америка якобы придет, если ты не пойдешь умирать, Америка придет и заберет, что заберет? Сортир на улице? Или заберет ресурсы нашей страны? А ты видел эти ресурсы? Ты рядовой россиянин, который сидит в деревянной избе без газа, только со светом. Вода в колодце, газового отопления нету и цивилизации вокруг нет. Вот о чем речь. Ты видел эти богатства, ту нефть, тот газ, за который там Путин зарабатывает миллиарды и ложит себе в карман. И у него потом такие, как Ралдугин, там, виолончелист, миллиардер, как Пригожин, который тоже является одним из, во всяком случае, по слухам, является кошельком Путина. Те дворцы, которые в Геленджике построены с золотыми унитазами и ёршиками для унитаза. Вот. Ну, если еще золотой унитаз как-то раньше фигурировал в роскоши богачей, да, то ёршики золотые, тут Путин, наверное, стал чемпионом. Потому что про золотые ёршики еще, наверное, никто не додумался. Или, допустим, проводить в стране, в которой самое большое количество процент населения живет за чертой бедности, проводить самую дорогую в мире Олимпиаду, в субтропиках проводить зимнюю Олимпиаду. Ну, хорошо, хоть не на экваторе. Вложить такие деньги, и где теперь, что там с этими олимпийскими объектами. А еще и потом так опозориться с Мельдонием, с этим допинговым скандалом. Поэтому, да, здесь я с вами согласен, что историки, наверное, назовут, российские историки назовут эту войну для России войной за дворцы олигархов и за их отдых на яхтах. Вітаю, шановні, вітання зі штату Вашингтон, Гіг-Харбор. Більшість американців з Україною. Молимось та працюємо на перемогу. Ось таке поздоровлення. Ну что ж, сегодня и эта часть нашего видео будет коротенькая. Информации в выходной день очень мало, поэтому не буду и отнимать много вашего времени. Огромное вам спасибо за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Кто не подписан на мой канал, приглашаю подписаться. Кому понравилось видео, поставьте лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео. Ну а мы с вами продолжаем верить Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні!